Привет, друзья! Мощнейшая задача из Бразилии, олимпиадная, 9 класс. Что дано? Дана равнобедренная, описанная трапеция, ну, то есть трапеция, в которой можно вписать окружность. Вот точки касания у нее с основаниями МН с боковой стороной К. И отрезки АМ и КН пересекаются в точке П. КП синенький отрезок равен 2, ПН красненький 8. Нужно найти площадь желтого треугольника. С треугольника АПН нужно найти. Вроде не так сложно. Описано равнобедренное, и два отрезочка проведены. Серединку одного основания соединили с точкой касания, а серединку другого с вершинкой. Ну, отрезки разделились каким-то образом. Вот 2 и 8, два отрезка. Нужно найти площадь желтого треугольничка. Попробуйте решить эту задачу, конечно. Но я пару слов скажу про Бразилию. Все-таки мне Бразилия интересна. У нас почему-то очень теплое отношение к Бразилии. Я не помню откуда, наверное, из детских сказок. Знаю, что там очень много населения, 220 миллионов. Знаю кофе, больше ничего особо не знаю. Какой язык там в Бразилии? Ну, в принципе, я знаю. Ну, напишите, если вы знаете. Ну и там математика, будь здоров. Там тропическую геометрию, так называемую, придумали и так далее. Вернемся к нашей задаче. Что делать? Что найти? Площадь треугольника желтого АПН. С треугольника АПН. АПН. Ну и что дано? Отрезки. Синий 2, красный 8. Все дела. Много продолжений, много способов атаки разных. Ну, первое, что я скажу, что АК и АН равны между собой, как отрезки касательных, проведенных из одной точки. Верно? Да, писать не буду даже. АК равно АН. Все. Что дальше? Дальше, наверное, я проведу диаметр, если вы не возражаете. Вот МН – это будет диаметр. Заодно и высота этой трапеции, но пока диаметр. Вот здесь где-то центр. О, смотрите, окружность вписана в угол А. Где лежит ее центр? Тогда центр лежит на биссектрисе угла А, правильно? То есть если окружность вписана в угол, центр лежит на биссектрисе этого угла. Ну что, давайте нарисуем, что вот этот угол равен вот этому. АО биссектриса. АО биссектриса. Ну, можно отметить, это важно. АО биссектриса. Биссектриса. Понятно, какого угла. Ну, вроде лучше, вроде не лучше, но в равнобедренном треугольнике АКН биссектриса является высотой и медианой. Поэтому здесь прямой уголок раз, и отрезочки КФ и ФН равны. Вот я напишу здесь КФ равно ФН. Вот. Ну что, КН будет 10, тогда КФ и ФН 5. 5, тогда здесь будет ПФ 3, а ФН 5. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Ну и дальше что? Ну дальше что? Вот дальше проблема. Что делать? Надо еще что-то провести. Ну, если судить по моему решению, посмотрите, что я придумал. Я решил все-таки провести хорду КН, чтобы использовать тот факт, что вписанный угол МКН опирается на диаметр. Значит, он прямой. Вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой, угол К 90 градусов. Это очень важно. Угол К отмеченный 90 градусов. Ну, тогда у нас получается тут куча прямоугольных. И какие меня интересуют? Меня интересует вот этот и вот этот треугольники. Ну, у них как бы вертикальные уголочки равны вот эти. Хоп-хоп. И тогда они подобны. Поэтому я запишу, что треугольник ПКМ подобен треугольнику ПФА. ПФА. Начинает напоминать задачку ЕГЭ, правильно? Да. Все запутанно, сложно, мы уже забыли, что делаем. Ну ладно. А в каком отношении стороны этих подобных находятся? Ну-ка, П
PF, это сходственные стороны, 2 к 3. Наверное, все остальное 2 к 3. Кстати, замечу, что отрезок АМ делится точкой P в отношении 2 к 3. МП относится к ПА 2 к 3. Ну, вот на этой почве могла бы быть еще одна задачка построенная. Отношение наше 2 к 8, 1 к 4, синий и красный. А вот черные отрезочки 2 к 3. Но что интересует меня? Меня интересует лично вот этот катет КМ. Я могу обозначить его 2х. Тогда мгновенно катет АФ будет сколько? 3х. 2 к 3. 2 к 3. То есть КМ относится к АФ как КП. КП относится к ПФ. ПФ. Это для тех, кто не успевает следить за нами, это получается 2 к 3. Все. 2 к 3. А для чего это нужно? А вот для того, что в треугольнике КМН ФО средняя линия. ФО средняя линия, она равна половине основания, то есть она равна х. Вот задача практически решена. Все, ребята, дотопали. Посмотрите. У нас в прямоугольном треугольнике АНО с высотой 5 гипотенуза делится на отрезки x и 3х. Ну и здесь много всяких продолжений. Я могу найти АН, да, могу найти АО, могу найти АФ и так далее. Ну что это за треугольник? Давайте я нарисую его отдельно, вы его знаете с 7 класса, он вам знаком. Вот я проведу вот так АО, да, похоже? Ну, вроде да, вот так и вот так. И спрошу, в каком таком треугольнике прямоугольном высота, проведенная гипотенузе, разделит гипотенузу в отношении х к 3х, 1 к 3, а? Помним такую историю или нет? Я сейчас напомню ее, посмотрите. Вот в 7 классе была такая задачка. Возьмем тут 30 градусов, да, и найдем отношение вот этих отрезков. Такая задача есть в учебнике 7 класса. Вы говорили, здесь это будет 30 тоже градусов. Тогда получается, что это х. Вот из прямоугольного треугольника катет, лежащих против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы, значит, 2х. Теперь для большого треугольника все 4х, следовательно, это 3х. Все. Видели? А здесь задачка обратная. У нас дано х и 3х. Нужно доказать, что 2х и 4х, что 30 градусов. Вот 30 градусов нужно доказать. Я уверен, что вы справитесь с этой задачей. Не буду тратить время большое. Скажу лишь, что можно провести вот здесь медианку, гипотенузе. У нас дано, получается, что высота делит гипотенузу х и 3х. Нужно установить, чему равен вот этот угол. Ну, у нас получается, что медиана равна половине гипотенузы, то есть 2х. 2х. Это будет 2х. И это будет х. И в треугольнике в правом высота является медианой, он тоже равнобедренный. И получается, если это 2х, то и вот это будет 2х. Ну, 2х это 4х гипотенуза, значит, угол сколько? 30 градусов. Все. Вот это то, чего мы и добивались. Вот этот угол 30 градусов. Тогда это 30, и треугольник АКН равносторонний. Вот и вся задача. Оказывается, такая красота, что треугольник АКН равносторонний. Если продолжить стороны трапеции боковые, мы получим большой равносторонний. И тут задач Диберида просто возникает количество. Ну, раз он равносторонний, то сколько будет его сторона? Нам даже пятерка это не понадобится. Посмотрите, вот эта сторона будет 2 плюс 8 – 10. Вот эта сторона будет равна 10. Вот эта равна сторона 10. И площадь этого треугольника S, треугольника АКН, будет найдена по формуле А в квадрате корней из 3 на 4. Это формула готовая для площади равностороннего. У нас сторона А 10, получается 10 в квадрате. Корень из 3 на 4, 25 корней из 3, да? Ну, а нам нужно нашего желтого найти площадь.
Ну, как найти нам желтого площадь, а? Площадь нашего треугольника АПН, какую часть составляет от равностороннего? Посмотрите, вот этот отрезочек у нас 2, а вот этот отрезочек основания желтого для высоты АФ, которая общая для двух этих треугольничков и большого треугольничка, относится как 1 к 4 или как 4 ПН относится к КН, как 4 к 5. Поэтому площадь желтого составляет 4 пятых части от площади нашего равностороннего от 25 корней из 3. Не буду здесь подробно, кто не понял, то смотрите наши ролики, мы все время об этом рассказываем. 20 корней из 3 – это есть ответ на вопрос задачи. Ответ 20 корней из 3. Ответ 20 корней из 3. Задача монстр, ребята, согласитесь. Согласитесь, кто понял, уже замечательно. Ну, конечно, у нас есть большой процент зрителей, которые не только поймут, а еще решат, и еще получше, чем мы. Итак, домашнее задание – найти площадь всей трапеции АБЦД. Я рад, что вы активнее стали подписываться на канал. Большие молодцы. Вы понимаете, что мы делаем совместное дело. Просто совместное дело. Не даем геометрии погибнуть в просторах нашего образования. Вот, да, и этот вклад ваш, он точно зачтется. Все, пока, до новых встреч, всего хорошего. Пишите про Бразилию, мы ее любим. С вами был Валерий Казаков, пока.